Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие замечательные слитки. Слитки вяжутся совсем не сложно, а смотрятся очень красиво и эффектно. Слитки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Данные слитки я вязала на размер ножки 37-38. Но по данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер вашей ножки. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания данных слитков. Изначально я вывязала резиночку. Моя резинка составляет 6 сантиметров. Если вы вдруг хотите слитки ваши, чтобы они были повыше, тогда вяжите вашу резинку на такую высоту, которую вы захотите. Высота данной резинки ни на что не влияет. И далее я начала делать прибавление петель. После того, как мы с вами сделаем прибавление петель, мы вывязываем длину нашего мыска. И именно длина нашего мыска регулирует размер вашей ножки. Я вывязывала свой мысочек, пока он у меня не закрыл полностью весь мизинчик ноги. И после того, как вот эта вот заготовочка закрыла мизинец моей ноги, я начала убавлять петли. И вот эти вот убавки как раз таки закроют остальные ваши все пальчики. Далее я вывязываю подъем слитка. Подъем состоит из 4 платочных дорожек. 2 платочные дорожки белого цвета и 2 дорожки синего цвета. И далее, после того, как мы с вами вывяжем подъем, мы будем вывязывать цельно вязаную подошву, никаких швов на подошве нету, и сделаем один шов по задней части слитка. В видео я все вам подробно буду рассказывать, какая деталь, сколько сантиметров, также я буду измерять. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю на спице 50 петель. После того, как мы все петли набрали на спице, приступаем к вязанию нулевого подготовительного ряда. Он у нас идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее начинаем распределять петли в резиночку. Изначально мы провязываем 1 изнаночная петля. И дальше вяжем резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли. В конце мы провязали 2 лицевые петли, и у меня на левой спице остается только 2 петли. Мы провязываем 1 изнаночная, и самая последняя петля у нас постоянно будет идти кромочная. Провязываем ее всегда изнаночной петлей. Нулевой установочный ряд мы с вами провязали, и теперь будем приступать к вывязыванию нашей резиночки, чередуя лицевой и изнаночный ряд. Только есть маленький нюанс в этой резинке. В каждом лицевом ряду мы лицевые петли будем снимать, не провязывая. Рабочую ниточку будем располагать за работой. Все изнаночные петли мы будем провязывать как обычно. Во всех изнаночных рядах мы будем все петли провязывать резинкой 2 на 2. Как они у нас будут располагаться петли, так мы и будем вязать. Давайте приступим к первому лицевому ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у меня вот идет 1 лицевая петля. Мы ее снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее провязываем 2 изнаночные петли, как обычно, за правую верхнюю стеночку. И дальше у меня идет 2 лицевые петли. Мы их снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Вот эту вот рабочую ниточку делаем на уровень вязания, чтобы она у нас не болталась, но чтобы и не было перетянута. Далее вяжем 2 изнаночные петли. Далее обратно у нас идут 2 лицевые.
мы их снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И таким образом продолжаем вязать далее. Получается, все лицевые петли мы снимаем, не провязывая, все изнаночные петли мы провязываем, как обычно. И таким образом довязываем весь первый ряд до конца. Благодаря тому, что у нас петли будут сниматься вот эти лицевые, не провязывая, у нас резиночка очень красивой формы получится, не будет очень сильно растягиваться в процессе носки и выглядит тоже очень красиво и аккуратно. После того, как мы с вами провязали весь лицевой ряд, приступаем к изнаночному ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вот у меня идет петля, которую мы снимали в предыдущем ряду, не провязывая. Мы эти все петли провязываем изнаночными. Далее 2 лицевые. Обратно идут петли, которые мы в прошлом ряду не провязывали вот с такой вот протяжечкой. Мы в изнаночном ряду их провязываем изнаночными. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И у нас с вами получается резиночка 2 на 2. Далее провязываете до конца второго ряда, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли. В конце ряда у нас также будет идти вот эта вот петля, которую мы снимали, не провязывая, 1 изнаночная, и кромочная петля постоянно провязывается также изнаночной петлей на протяжении всего вязания. Довязываем второй ряд до конца самостоятельно. И далее, чередуя 1 лицевой, 2 изнаночный ряд, мы будем вязать резиночку на необходимую нам высоту. Не забываем, в каждом лицевом ряду мы лицевые петли не провязываем, просто снимаем. Во всех изнаночных рядах мы вяжем просто резиночку 2 на 2. Если посмотреть на готовом слитке, резиночка вот таким вот образом у меня выглядит. Смотрите, я буду вязать свою резинку на высоту 6 сантиметров. Если вы захотите связать больше, либо меньше данную резиночку, это как вам больше нравится. Здесь на ваше усмотрение. Ни на что эта высота не влияет. Это лицевая сторона. С изнанки с вот такими вот протяжками она у вас будет выглядеть. Встретимся, когда вывяжем всю необходимую высоту данной резиночки. Далее мы с вами будем делать прибавление петель и присоединять ниточку белого цвета. Я вывязала, получается, всю необходимую для меня высоту. Смотрите. Высота моей резинки получилась, как я и говорила, 6 сантиметров. И после того, как мы с вами вывязали всю необходимую высоту резинки, мы будем присоединять ниточку белого цвета и будем делать прибавление петель для нашего слитка. Если посмотреть на готовом слитке, вот эта вот часть, это наши прибавочки. Можно заметить, если присмотреться, вот эта вот дорожка из 2 лицевых петель сохраняется с одной стороны и получается со второй стороны. И с 2 сторон данных дорожек мы будем делать прибавление петель. Получается, с одной стороны первая прибавка, со второй стороны вторая прибавка. И также с этой вот дорожкой с одной стороны 3-я прибавка и со второй стороны 4-я прибавка. По сути, у нас вот это вот идет резинка 1 на 1. Только смотрите, с каким нюансом. 2 ряда мы вяжем ниточкой белого цвета, 2 ряда мы вяжем ниточкой синего цвета. Лицевые ряды, все изнаночные петли мы снимаем, не провязывая, все лицевые петли мы провязываем, как обычно, лицевыми. Во всех изнаночных рядах мы вяжем просто резинку 1 на 1. Изначально мы с вами провяжем белым цветом 2 установочных ряда, просто чтобы перейти с данной резиночки на резинку 1 на 1.
Чтобы вам было проще ориентироваться, я вот приготовила 4 маркера, и мы выделим этими маркерами вот эти вот дорожки, которые мы будем оставлять, и по бокам которых мы будем делать прибавление петель. Первую петлю я провязываю лицевой, только тогда, когда у нас меняется смена цвета. И далее вяжем лицевыми петлями 19 петель. Получается первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и так далее. Получается, у нас должно быть провязано, если вместе с кромочной, 20 петель. После того, как мы провязали вместе с кромочной 20 петель, мы вешаем первый наш маркер. Далее вот эту вот дорожку из 2 лицевых петель мы будем постоянно ее сохранять. Провязываем 2 лицевые петли. И сразу после этих петель мы вешаем второй маркер. Далее провязываем 6 лицевых петель. Вешаем третий маркер. Дорожку из вот этих 2 лицевых петель мы также сохраняем, провязываем 2 лицевые и 4 маркер. Все остальные петли у нас должно это будет получиться 20 петель, мы провязываем лицевыми. Последняя петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей, так как она у нас кромочная. В следующем изнаночном ряду мы распределяем петли для резинки. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом мы вяжем резинку 1 на 1 до первого нашего маркера, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Мы довязали до первого маркера, маркер перебрасываем, и далее у нас идет вот эта вот дорожка, которую мы должны сохранить. В изнаночных рядах мы эти 2 петли вяжем 2 изнаночные. Второй маркер перебрасываем, и между вторым и третьим маркером у нас также будет идти резинка 1 на 1. Провязываем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Маркер перебрасываем, дорожку из 2 вот этих вот петель мы в изнаночных рядах провязываем 2 изнаночные, маркер 4 перебрасываем. И далее обратно вяжем резиночку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так довязываем до конца нашего ряда. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Мы с вами провязали 2 ряда ниточкой белого цвета, ввели в работу 4 маркера, и вот таким вот образом у нас вязание на данный момент выглядит. 2 ряда это были установочные ряды. И далее берем ниточку, которую мы оставляли синего цвета, никакие вот здесь вот ниточки мы не обрезаем. И теперь будем 2 ряда вязать ниткой синего цвета. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее у меня идет изнаночная петля. Я ее также снимаю не провязывая, рабочая ниточка за работой. Лицевую провязываю лицевой за правую стеночку, изнаночную снимаю не провязывая, рабочая ниточка за работой. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И так провязываем до нашего первого маркера. До первого маркера мы все петли провязали, последнюю петлю мы снимали не провязывая. Далее обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем вот эту вот петлю на нашу правую спицу. Таким образом мы с вами добавили 1 петлю. Маркер перебрасываем и провязываем 2 лицевые петли. Вот эту вот дорожку из 2 лицевых петель мы будем сохранять. В лицевых рядах мы будем провязывать петли лицевыми в изнаночном и изнаночными.
Второй маркер перебрасываем, и после второго маркера мы таким же образом добавляем вторую петлю на правую спицу. Теперь провязываем лицевую, изнаночную снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Перед третьим маркером мы также добавляем третью нашу уже петлю. Обвиваем пальчик рабочей нитью и вот эту вот петлю набрасываем на правую спицу. Третий маркер перебрасываем, провязываем 2 лицевые петли. Четвертый маркер перебросили, добавили четвертую петлю. И обратно до конца ряда провязываем изнаночную петлю, мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка заработаем. Лицевую провязываем обычный лицевой. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И таким образом мы провязываем до конца ряда. В самом конце у нас кромочная петля провязывается на протяжении всего вязания постоянно изнаночной. Первый ряд мы с вами провязали, приступаем ко второму ряду, который идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Все вот эти вот беленькие петли, которые мы снимали, не провязывая, в этом ряду провязываем лицевыми. Синие, получается, петли провязываются изнаночными. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом мы провязываем до нашей первой прибавки. Мы довязали до первой прибавленной петли. Так как последнюю петлю на правой спице мы провязывали лицевой, значит прибавленная петля у нас будет провязываться изнаночной, только скрещенной, чтобы дырочек не образовывалось никаких. Далее маркер перебрасываем, вот эту вот дорожку мы привязываем 2 изнаночные. Второй маркер перебрасываем, и здесь также смотрим, у нас идет добавленная наша петля. Так как вот эта беленькая петля будет в изнаночном ряду привязываться лицевыми петлями, значит добавленная петля у нас провязывается изнаночной петлей, только скрещенной за верхнюю стеночку петли. И далее провязываем белые все петли лицевыми, синенькие изнаночными. Мы довязали до третьей прибавленной петли, так как на правой спице последняя петля у нас идет изнаночная, значит прибавленная петля у нас будет провязываться лицевой, скрещенной за правую стеночку петли. Маркер перебрасываем. Далее у нас идет дорожка, провязывая 2 изнаночные петли. Четвертый маркер. И после четвертого маркера у нас также идет добавленная наша петля. Так как беленькая петля у нас провязывается лицевой петлей, значит вот эта добавленная петля у нас провязывается изнаночной петлей, только скрещенной за верхнюю стеночку петли. И далее провязываем резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом провязываем полностью весь ряд. Последняя петля постоянно у нас она идет кромочная, провязывается изнаночной петлей. 2 ряда ниточкой синего цвета мы с вами провязали, и вот таким вот образом на данный момент выглядит наше вязание. Теперь с этого бока поднимаем ниточку белого цвета, и теперь 2 ряда мы будем провязывать нитью белого цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее мы провязываем так же, как мы провязывали предыдущий лицевой ряд. Изнаночные петли мы будем снимать, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Лицевые провязываем обычной лицевой петлей. Изнаночные снимаем, не провязывая, лицевые провязываем обычной лицевой петлей. По сути, мы с вами повторяем вот эти вот 2 ряда, которые только что провязывали нитью синего цвета. Провязываем до первого маркера. Все добавленные петли потихоньку добавляются в наш узор. До первого маркера мы с вами довязали, далее делаем прибавочку.
Маркер перебрасываем, провязываем 2 лицевые петли. Это у нас идет дорожка, которую мы с вами сохраняем. Второй маркер перебрасываем, прибавочку вторую делаем. И далее обратно изнаночные петли мы будем снимать, не провязывая, лицевые провязываем лицевой. Изнаночные снимаем, рабочая ниточка за работой, лицевые провязываем. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. И таким образом до третьего маркера вяжем. Перед третьим маркером мы также добавляем одну петлю. Маркер перебрасываем, провязываем 2 лицевые, четвертый маркер перебрасываем. Теперь добавляем уже четвертую петлю. И далее лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. И таким образом вяжем до конца ряда. В самом конце кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд, получается, белой нитью идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Здесь, получается, все синие петли мы провязываем лицевыми, все белые петли мы провязываем изнаночными. Вяжем резиночку 1 на 1 до первой добавленной петли. Мы довязали до первой нашей прибавки, так как последняя петля на правой спице провязалась изнаночной, значит добавленная петля у нас будет провязываться лицевой, только скрещенной. Маркер перебрасываем, далее провязываем 2 изнаночные петли, второй маркер перебрасываем. И здесь смотрим, как мне нужно провязать вот эту вот прибавочку нашу. Так как вот эта белая петелька сразу за нашей прибавкой будет провязываться изнаночной петлей, значит, вот эту нашу прибавочку мне нужно провязать лицевой скрещенной. Далее провязываем изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И далее смотрим, как мне нужно провязать следующую мою прибавку. Так как последнюю петлю, которую мы только что с вами провязали, у нас была лицевой, значит, вот эту вот нашу прибавочку мы провяжем изнаночной скрещенной петлей за верхнюю стеночку петли. Маркер перебрасываем, вяжем 2 изнаночные, четвертый маркер. И здесь также смотрим, как мне нужно провязать нашу прибавку. Так как после прибавки идет белая петелька, она у нас изнаночная, значит прибавленную петлю я должна провязать лицевой, только вот скрещенной за верхнюю стеночку петли. И далее вяжем резиночку 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И таким образом вяжем до конца ряда. В самом конце у нас идет кромочная петля. Она у нас на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. И таким образом у нас уже прибавилось 8 петель. 4 петли у нас прибавилось, когда мы вязали 2 ряда ниточкой синего цвета, и 4 петли у нас прибавилось, когда мы вязали только что 2 ряда ниточкой белого цвета. Таким же образом, чередуя один лицевой ряд с прибавками и второй изнаночный ряд, мы с вами провяжем еще 6 рядов. Получается, у нас будет провязываться следующих 2 ряда ниточкой синего цвета, затем 2 ряда ниточкой белого цвета и еще 2 ряда ниточкой синего цвета. И получается, у нас с вами прибавится на протяжении вот этих вот 6 рядов еще 12 петель. В каждом лицевом ряду мы с вами добавляем по 4 петли. Встретимся, когда провяжем самостоятельно, получается 6 рядов, чередуя цвета. Я самостоятельно провязала 6 рядов с прибавлениями петель. И у меня сейчас на спице находится 70 петель. Получается, прибавками мы с вами добавили 20 петель. Изначально у нас было 50 петель. Прибавление петель у меня составили примерно 4 сантиметра. Общая заготовочка 10 сантиметров. Если посмотреть на готовом слитке, вот таким вот образом у нас выглядят наши прибавочки.
И далее мы с вами будем вывязывать именно вот эту вот часть мыска в длину, без вот этих вот боковых частей. Получается от второго маркера до третьего маркера, только эту часть петель. Вот здесь вот ниточки я не обрезаю, я их оставляю, потому что этими ниточками мы будем далее вязать подъем слитка и подошву. Сейчас сюда именно присоединю ниточку белого цвета и синего цвета. И далее продолжу вязать таким же образом, как мы вязали основной узор наших прибавок. Получается 2 ряда следующих мы вяжем ниточкой белого цвета, далее 2 ряда ниточкой синего цвета. Только прибавки никакие уже не будем делать. Получается, я вот эти вот сейчас петли перенесу на 3 разные спицы. Одна часть будет у меня до второго маркера, вторая часть, которую мы будем вывязывать со второго до третьего маркера, и третья часть петель с третьего маркера до конца. И сейчас я буду вывязывать именно вот эту вот центральную часть петель. Она у меня состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель. Присоединяем ниточку белого цвета, вот так вот прикладываем, никаких кончиков я не завязываю, просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первая петля у нас будет идти как кромочная. В первом ряду мы провяжем ее лицевой, дальше первую петлю мы будем постоянно снимать, чтобы у нас сохранилось количество кромочных петель. И далее вяжем таким же образом, как мы вязали вот эти вот наши прибавки. Лицевую петлю я провязываю лицевой, изнаночную петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Лицевую петлю я провязываю лицевой, изнаночную снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И таким образом мы вяжем весь первый ряд нашего мысочка. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, и далее у меня идет синяя нить, ту, которую мы снимали в прошлом ряду, не провязывая. Я ее вяжу лицевой. Дальше вот изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Получается резиночка 1 на 1. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. 2 ряда мы провязали нитью белого цвета, сюда же присоединяем нить синего цвета, и следующие 2 ряда будем провязывать нитью синего цвета. Нить эту можно взять либо с середины моточка, либо со второго мотка. Первую кромочную петлю, как я и говорила, мы снимаем не провязывая, даже когда у нас меняется смена цвета. Это для того, чтобы сохранилось количество кромочных петель. Далее лицевую петлю мы провязываем лицевой, изнаночную снимаем не провязывая, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так мы вяжем весь первый ряд. Переворачиваем вязание и приступаем ко второму изнаночному ряду нитью синего цвета. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Далее обратно поднимаем нить белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю и провязываем лицевую, изнаночную снимаем не провязывая. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, рабочая ниточка за работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем и так далее. Получается, мы именно мысочка уже провязываем 5-й ряд. Дальше 6-й ряд идет по изнаночной стороне, либо 2-й ряд нитью белого цвета. Провязываем 1 лицевая, 2 изнаночная.
Получается 6 рядов именно мыска мы только что с вами провязали вместе. Далее я буду вязать самостоятельно. Всего у меня должно быть провязано по мыску 18 рядов. Получается дальше 7 и 8 ряд мы вяжем ниточкой синего цвета. 9 и 10 ряд вяжем ниточкой белого цвета и так далее. Получается, самостоятельно нам нужно провязать еще 12 рядов. Я вывязала самостоятельно 12 рядов. И 6 рядов мы с вами вместе провязали. Всего у меня провязано именно в этом мыске 18 рядов. Но это расстояние у всех будет разное. Общая заготовочка на данный момент у меня составляет 15 сантиметров. Получается, мысок вместе с прибавками 9 сантиметров. Именно длина мыска примерно 4,5 сантиметра. На данный момент, смотрите, я вот возьму манекен ножки, вы мерите на свою ногу. И вот этот вот мысочек, который мы с вами только что провязали, должен закрывать именно ваш мизинчик ноги. Вот таким вот образом. Если вам, допустим, не хватает вот этой длины, которую мы только что с вами связали, именно мыска, можете самостоятельно связать необходимое количество рядов, чтобы ваша заготовочка закрывала полностью ваш мысочек ноги. Если вам много данного мыска, тогда можете пару рядов распустить. Поэтому регулируйте именно вот эту часть под свою ножку. И далее, когда мы отрегулируем вот этот вот мысок до того момента, пока он будет закрывать полностью наш мизинчик ноги, мы с вами будем делать убавление петель. Расстояние, которое займет убавление петель, как раз закроет остальные ваши пальчики. Мы сейчас вот это вот количество петель будем убавлять до 10 петель. Получается, у нас сейчас идет нить синего цвета. Первую петлю я снимаю не провязывая. Далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой. Так мы убавили с вами одну петлю. Далее обратно 1 лицевая, изнаночную петлю снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. 1 лицевая, петлю снять. 1 лицевая, петлю снять. 1 лицевая, петлю снять. 1 лицевая, петлю снять. Следующие 2 петли я также провяжу 1 лицевой за нижние стеночки. И таким образом мы убавили с вами в этом ряду уже вторую петлю. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и по изнанке мы вяжем все петли, как они расположены. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вот у меня идет изнаночная, мы ее так и вяжем изнаночной. Все снятые петли у нас провязываются лицевыми. Получается изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В конце у нас также идет изнаночная и кромочная. Следующие 2 ряда мы вяжем ниточкой белого цвета, и в следующем, получается, лицевом ряду мы с вами убавим еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой за правой нижней стеночки. Изнаночную петлю мы снимаем не провязывая, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Обратно изнаночную снимаем. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой. В конце у меня остается также лицевая и кромочная. Приступаем к 4-му ряду убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываем все петли по рисунку. Получается 2 изнаночные у нас идут, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и кромочная. И нам осталось убавить еще 2 петли до 10 петель. Берем ниточку синего цвета, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующие 2 петли я провязываю 1 лицевой. Далее обратно у меня идет лицевая,
петлю снимаем, не провязывая, лицевая, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, петлю снимаем. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за нижние правые стеночки. Последняя кромочная у нас петля. 6-й ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем все петли по рисунку. Получается, у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных и кромочная. Мы с вами провязали все убавления петель. У нас сейчас на спице находится 10 петель. Рабочие ниточки мы обрезаем и прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Если примерить на готовый следок, ваш мысочек должен закрывать ваши полностью все пальчики. Мерим заготовочку в растянутом виде, так как она будет сидеть на вашей ножке. На данный момент мой мысочек примерно составляет 7 сантиметров. Вместе с прибавками 11. Вместе с резиночкой примерно вот 17. Мы с вами, получается, вывязали все прибавки, полностью весь мысочек. Теперь нам надо сделать подъем. Подъем наш состоит из 4 платочных дорожек. 2 платочные дорожки белым цветом и 2 платочные дорожки синим цветом. 4 платочные дорожки — это 8 рядов лицевыми петлями. Мы с вами вывязали полностью весь мысок, и именно длина этого мыска регулирует размер вашей ножки. Получается, если вы свяжете мысочек ваш длиннее, чем у меня, у вас кромочных петель по краю мыска получится больше. И тогда, когда вы будете поднимать петли по контуру вашей заготовки, у вас также получится общее количество петель больше, чем у меня. И, соответственно, размер вашего следка получится больше. Соответственно, если вы провяжете мысочек ваш короче, нежели чем у меня до убавления петель, по контуру мыска у вас петель получится меньше, чем у меня. Когда вы будете поднимать петли по контуру вашей заготовки, у вас петель получится также меньше. И размер, соответственно, получится меньше, чем вяжу я. Поэтому регулируем размер ножки именно длиной вот этого вот мыска до убавления петель. И после того, как мы с вами связали прибавки, полностью вывязали наш мысок, отрегулировали его под свою ногу, мы с вами будем поднимать все петли по контуру в нашей заготовке и вязать подъем следка. Берем ниточку белого цвета, и сейчас получается 2 ряда мы провяжем нитью белого цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее до мыска мы вяжем все петли лицевыми. Вяжем за правые стеночки петли, чтобы у нас петли не получились перекрученные. Получается, до нашего мыска мы все петли провязали. Теперь по вот этому вот краю мне нужно поднять все петли. Получается, из каждой кромочной петли у меня должно быть поднято по одной петле. Мы с вами провязали, если вы вязали так же, как и я, моими расчетами, 18 рядов до убавления петель. 18 рядов — это у меня получится 9 кромочных петель по данному краю. Далее мы с вами провязали 6 рядов убавления петель. Это получается 3 платочные дорожки. И обязательно мы поднимем одну петлю со стыка, чтобы не образовывалась вот здесь вот дырочки. Получается 1 петля со стыка, 9 петель до убавления петель у нас будет поднята, 2 петли это с убавления петель, и 3-я петля, она у нас уже находится на спице. Получится по вот этому краю у меня поднято 12 петель. У вас это может быть другое количество петель, если, допустим, вы вязали ваш мысочек короче, либо длиннее, нежели чем у меня. Первую петлю я подниму со стыка. Там, где у меня вот эта моя боковая часть переходит в мысок. Ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю мою рабочую ниточку, и получается одна вот такая вот петелька на крючке. Далее ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю
подхватываю рабочую ниточку и вот таким вот образом поднимаю все петли. У нас чередуется синяя ниточка и белая, синяя и белая. Получается, ввожу крючок в 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую ниточку и получаю 1 петлю на крючке. Вот таким вот образом мы с вами подняли все петли. Далее вот эти вот петли я перенесу на мою рабочую спицу. Теперь мы должны провязать все петли лицевыми. Это петли нашего мыска, 10 петель. Получается, вяжем за правые стеночки лицевыми петлями. Далее по вот этому вот краю мыска у меня также будет подниматься одинаковое количество петель. Что с этой стороны мы поднимали, и с этой стороны столько же будет подниматься петель. В моем случае это 12 петель. Также ввожу крючок в каждую кромочную петлю, подхватываю рабочую ниточку и вот таким вот образом я поднимаю все петли. Далее вот эти вот все петли я перенесу на мою рабочую спицу. Все остальные петли, которые у меня находятся на левой спице, я провязываю лицевыми. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Вот таким вот образом у меня на данный момент выглядит моя заготовочка слитка. И теперь вот эти вот все петли мы распределяем на спицу. Я распределила это все на спицу на леске. Если у вас нету спицы на леске, вы можете эти все петли распределить на чулочные. Сейчас получается у меня по контуру моей заготовочки 88 петель. Но в следующем изнаночном ряду я вот эти вот петли, которые мы поднимали со стыка, я убавлю с одной и со второй стороны, и у меня получится 86 петель. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжу 26 петель лицевыми петлями. 26 петель лицевыми петлями я провязала. Смотрите, если вы вяжете такими же круговыми спицами, как и у меня, и в некоторых местах вам неудобно, делайте из лески вот такую вот петельку в любом удобном для вас месте и провязывайте далее. Получается, после того, как я провязала 26 петель, я провяжу 2 петли вместе, убавляя вот эту вот петлю, которую мы набирали со стыка. Получается, провязываем одной лицевой. И далее вяжу все петли лицевыми до второй петли, которую мы поднимали со стыка. Я, получается, довязала до второй петли, которую мы поднимали со стыка, и провязываю также вот эти вот 2 петли вместе одной лицевой. Все остальные петли я провяжу лицевыми. Последняя петля на протяжении всего вязания у нас вяжется изнаночной петлей. Мы с вами провязали 2 ряда ниточка белого цвета. Первый ряд тогда, когда мы поднимали все петли по контуру нашей заготовки. Второй изнаночный ряд только что мы с вами провязали, когда мы убавили вот эти вот 2 петли со стыком. И сейчас у меня располагается на спице 86 петель. Получается, у нас сейчас провязана одна платочная дорожка ниточка белого цвета. Если посмотреть на готовом слитке вот эту платочную дорожку, первую ниточка белого цвета мы только что с вами провязали. Далее мы с вами самостоятельно провяжем 2 ряда ниточкой белого цвета. Как в лицевом, так и в изнаночном ряду мы вяжем все петли лицевыми. И далее 4 ряда ниточкой синего цвета, либо 2 платочные дорожки. И вот таким вот образом у вас должен выглядеть ваш подъем слитка. Я, получается, вывязала, как я и говорила, весь подъем слитка. Он у меня состоит из 2 платочных дорожек белого цвета и 2 платочные дорожки синего цвета. Если померить в сантиметрах, примерно мой подъем будет составлять 2 сантиметра. И далее мы с вами будем вывязывать цельно вязаную подошву. На подошву я отдаю центральных 12 петель.
И вот эти вот все боковые петли мне надо будет убавить. У меня по бокам остается по 37 петель. Если вы, допустим, вязали свой мысочек короче, либо длиннее, тогда у вас количество петель не будет совпадать с моими. Выделяйте также на подошву центральные 12 петель, а все остальные петли вы убавляете таким же методом, как и я. Белую рабочую нить я обрезала. Все кончики, которые нам не нужны, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Сейчас получается, я беру ниточку синего цвета и буду вывязывать этой нитью всю мою подошву. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу 36 лицевых петель. Если у вас другое количество петель по контуру вашей заготовки, вы вяжете до 12 петель подошвы. Я провязала 36 лицевых петель, и далее у меня идут 12 петель, это петли нашей подошвы. Провязываем первую петлю подошвы лицевой петлей. Между первой и второй петлей я вешаю маркер. Далее вяжем вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11. И между 11 и последней 12 петлей я вешаю второй маркер. И далее вот у меня 12 петля и следующая 13 петля. В каждом лицевом ряду мы их провязываем одной изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер я перебрасываю. И далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после этого маркера мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Так мы вяжем во всех изнаночных рядах. И таким образом, чередуя лицевой ряд и изнаночный ряд, мы убавляем боковые петли. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не привязывая, маркер перебрасываю, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера во всех лицевых рядах мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее до второго маркера мы вяжем все петли лицевыми. Перебрасываем второй маркер, и во всех изнаночных рядах после маркера второго мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом, чередуя один лицевой ряд, второй изнаночный ряд, мы убавляем петли, пока у нас в самом конце с каждой стороны не останется по 5 петель. Получается, с одной стороны должно остаться 5 петель и со второй стороны 5 петель. Плюс вот эти вот 12 петель подошвы. Получается, в каждом лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу все петли лицевые, и после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Во всех изнаночных рядах первую петлю я снимаю, до второго маркера я вяжу все петли лицевыми, и сразу после маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой. Встретимся, когда у нас на спице останется по бокам по 5 петель плюс 12 петель подошвы. Я вывесила мою подошву, пока у меня с каждого края не осталось по 5 петель. Получается, на одной спице 5 петель, вот это вот все петли моей подошвы, и на второй спице 5 петель. И далее мы с вами будем убавлять петли не только боковые, но и петли в подошве. Приступаем к вязанию первого ряда убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевые, не довязывая до второго маркера 2 петли.
У меня до маркера осталось 2 петли. Я эти 2 петли вяжу одной лицевой за правые верхние стеночки. Маркер перебрасываю, и сразу после маркера, как мы и вязали, мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Вязание я переворачиваю. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. Вот у меня до маркера 2 петли. Я их провязываю одной лицевой за правые верхние стеночки. Маркер перебрасываю, и так как это у нас изнаночная сторона, сразу после маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. Вот у нас осталось 2 петли, я их провязываю одной лицевой за правые верхние стеночки. Маркер я перебрасываю, и далее вяжу 2 петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Вязание я переворачиваю. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевые, не довязывая 2 петли до второго маркера. Вот эти вот 2 петли я провязываю 2 вместе одной лицевой. Маркер перебрасываю, и так как это у нас изнаночная сторона, я вяжу сразу после маркера 2 петли вместе одной лицевой. И таким образом мы с вами убавляем петли не только боковые, но и петли в подошве. Убавляем далее таким же образом самостоятельно. У нас на спицах осталось 6 петель, и смотрите, каким образом я буду убавлять петли далее. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующие 2 петли я провязываю лицевой за верхние правые стеночки, и далее остальные 2 петли мы провязываем одной изнаночной. Переворачиваем вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, провязываем 1 лицевая петля, и остальные 2 петли я провязываю 2 вместе одной лицевой. У нас на спице осталось 3 петли. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И далее первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас осталась вот такая вот длинная одна открытая петля. Рабочую нить отрезаем немножко больше, чтобы сшить вот этот полностью весь шов. И далее эту нить я продеваю в нашу петельку и затягиваем. У нас получилась вот такая вот красивая подошва. Далее берем иголочку с широким ушком и вдеваем нашу рабочую нить в иглу. Сшивать мы сейчас будем не за кромочные петли, а петли, которые идут сразу за кромочной петлей. Если это смотреть в платочных дорожках, вот эти вот дужки, они располагаются сразу за кромочной косичкой и относятся к платочным дорожкам. Вводим иголочку в дужку от платочной дорожки снизу вверх с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Ищем вторую платочную дорожку, вводим иголку в дужку, которая располагается сразу за кромочной косичкой с одной стороны. Иголочку вводим обязательно снизу вверх и с другой стороны. Далее у меня идет белая платочная дорожка. И со второй стороны. Теперь у нас вот эти вот прибавочки наши идут. Также вводим иголочку вот за дужки, которые располагаются сразу за кромочной косичкой. С одной стороны, со второй стороны. Ориентируйтесь не на кромочные петли, а просто чтобы шов у вас шел равномерно и аккуратно.
Вот таким вот образом наш шов на данный момент смотрится. Ниточку разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее сшиваем. Далее у меня идет резинка. Резинку я также буду сшивать за дужки, которые располагаются сразу за кромочной косичкой. Вот таким вот образом. За внутренние дужки. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. Иголочку также вводим снизу вверх и со второй стороны. Вот таким вот образом у нас сшивается наша резинка. Смотрится все очень аккуратно и красиво. Далее сшиваете до самого конца самостоятельно. Просто смотрите, чтобы шов у вас шел равномерно. После того, как мы сшили полностью весь шов, рабочую ниточку прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И наш следочек готов. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот интересным следкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.